Городок. Городок. За все, что было. Вася! Вася, ты где? Ты завтракать будешь? Оу, а я здесь. Вот. Это тебе. Садись. Ну, по какому поводу? Опять нашел какую-нибудь запись в своем дневнике? Что-нибудь типа «Сегодня 30 лет, как мы познакомились» или «10 тысяч дней после нашего первого поцелуя». Да нет, это просто. Это тебе просто так. За все, что между нами было. Ты не рада? А чему? Ну, Ну, во-первых, не просто так. А как ты сказал, за все, что между нами было, Вася. Так, не совсем бескорыстно. А во-вторых, за все, что между нами было, Вася, согласись, вот этого всего как-то маловато, Вася. Городок. За все, что было. напрасно ты иронизируешь по поводу моего дневника. Кстати, о первом поцелуе. Так, где? Вот. Сегодня я стащил у моей бабушки и подарил Любочке старинное бриллиантовое кольцо. И она впервые меня поцеловала. В щечку. А в губы я тебя первый раз поцеловала, когда ты подарил мне... Да у меня все записано. Сейчас. Сейчас. Где-то. Вот. Бабушкино изумрудное колье, браслет, приколка с большой жемчужиной и серьги. 2 штуки. Эх, юность. Как жалко, что все так быстро закончилось. Что закончилось? Юность? Драгоценности у твоей бабушки. И корки намажь мне, быстренько. Да. Вот. Здесь все события нашей жизни. Наша с тобой история. Ну и какие события нашей с тобой жизни происходили, скажем, 20 лет назад? Сейчас посмотрим. Вот. Сегодня я уезжаю в командировку за 300 километров от дома. А на душе у меня беспокойно, потому что Любочка остается совсем одна. Че так беспокоился? Ты чего? Ну, сейчас уже трудно вспомнить все подробности. Но если вот взглянуть с точки зрения психоанализа, то почерк явно нервный. Очень. И в слове «Любочка» почему-то написано большая «Б». Такая большая «Б». Попрошу без оскорблений! А я как тебя любила! Как я любила тебя! Я так мечтала о тебе! А ты мне не делал предложение! Ты мне все сказки рассказывал! А я так боялась, что ты на мне не женишься! Я дрожала вся, Вася! Неужели? Однажды мне вообще приснилось, что ты отказался на мне жениться. И я ушла в монастырь. Любочка... Ну, в мужской монастырь, конечно. О, это был такой красочный сон. Читай! А ты вот когда-нибудь задумывалась, сколько замечательных людей встретилось на нашем пути? Нет. А я вот задумывался. Оказалось 532. И каждый оставил какой-то след в нашей жизни. А я помню только старичка-академика. Ну, того, который встретился на моем пути, когда я впервые села за руль.
Ой, слава богу, что тогда все обошлось мелкими царапинами. Да, вот он действительно оставил след в нашей жизни. Причем на капоте. Шуля. Что тебя на воспоминания потянуло? Да так, вообще. А помнишь, как мы полгода встречались, и я за тобой ухаживал? Ухаживал? Нет, не помню. Обижал постоянно? Да, это я помню. Я? Да. Когда это? Да на первом же свидании. Ты меня унизил. Ты меня так унизил. Ты мне в душу просто вот так вот, фу, и плюнул мне. Я рыдала потом. Рыдала, я не могла в себя прийти. Ты вспомни, где были твои грязные лапы на первом свидании? Где были твои длинные, потные ручища? Где? Где? Вот у меня здесь. Сейчас я найду. Вот. Первое свидание с Любочкой. Весь вечер с ней гуляли по парку. Я даже пальцем до тебя не дотронулся. Вот именно! Ой, Любочка, я ухожу. В химчистку, что ли? Да нет, я вообще ухожу. Этот завтрак был наш прощальный завтрак. Спасибо тебе за все, что у нас с тобой было. За все. Вася, я не поняла. Любочка, ну вот смотри. Наш дневник закончился позавчера. И как раз вчера я встретил девушку. И начал новый дневник. Ей 20 лет, и она от меня без ума. Да, это точно, она без ума. А также, я думаю, без зрения и без слуха. Я ухожу, но как благородный человек твою квартиру и дачу я оставляю тебе. Ты подонок, Вася. Ты просто подонок. Ты ради какой-то сопливой дуры, которая тебе во внучке годится, ты бросаешь меня в такое время. Да, вот именно, время, мне пора. Все, прощай. Васенька, Васюша, Вася, ой, нет, алло, Жоржик, это ты? Представляешь, Василий Михайлович ушел от меня. Навсегда. Да, совсем. Да, теперь мы можем больше не прятаться. Что? Тогда ты хочешь немедленно на мне жениться? Ну что ты, нет, об этом не может быть и речи. Ну ладно, я подумаю. Но сначала ты должен закончить институт. Вот так вот. Давай, жду.